Пропала страсть, отношения утратили остроту, нет интереса к мужу или жене, вы беседуете с девушкой или с парнем без былого блеска в глазах. А почему, собственно, ваши глаза блестели? Наверняка ваше возбуждение и влечение имело две причины. Во-первых, желание обладать. Да, конечно, скорее всего, к тому времени вы уже обладали партнером, физически, сексуально, но постоянно находили в нем что-то новое. День за днем, постепенно, партнер оказывается изучен, и новизна в нем встречается совсем редко. Это первая и как будто бы самая очевидная причина пропажи влечения. Во-вторых, страх потерять. Вы же со временем привыкаете, что муж рядом, жена рядом, и уже меньше опасаетесь ее утратить. Кстати, зря, потому что в этот момент становитесь ей скучны и как раз теряете. Это вторая причина, коварная в своей простоте, и посвящается она всем тем, кто не осознает, что просто работать и зарабатывать, чиня примусы, для звания муж недостаточно. И дело в том, что чем сильнее было ваше первоначальное чувство, чем больше было страсти, тем больше было в нем страха утраты. На сегодняшний день, по моим скромным наблюдениям, для человечества негатив всегда сильнее позитива. Горе от голода сильнее радости насыщения. Страх утраты сильнее радости обладания. Вы тоскуете по яркому, острому чувству? Покопайтесь с нем, и вы увидите, что оно было таким ярким и острым во многом из-за страха. Кто-то скажет, что это скорее скука, и ошибется. Скука – это о любовниках и любовницах, но не о спутниках жизни. Так вот, вслед за острой эмоциональной страстной фазой наступают спокойные бытовые будни, чаще всего сопровождающиеся безразличием в отношениях. Вы исследовали партнера и убедились, что он не отвечает выданному вами образу. Ведь вы боялись его потерять именно потому, что до небес раздули его ценность, хотя он или она самый обычный человек. Поэтому хорошо тем парам, чьи отношения изначально не были слишком острыми, яркими и фантазийными. В таких спокойных отношениях мужчина и женщина видели друг друга более-менее реальными, не создавали образов, слишком оторванных от живого человека. Они видели в партнере ценность высокую, но не критическую. Такие отношения могут трансформироваться в комфортные и начать развиваться на новом уровне. Острота и большая страсть уже не появятся, но будет усиливаться близость, уважение, забота. Вы будете понимать партнера все более с полуслова и открываться ему почти до конца. И у вас начнут возникать общие интересы, так как, скорее всего, у вас их не было, а был интерес к партнеру. Вы будете все больше принимать мужа или жену как часть самого себя. А в нынешнем мире завышенных ожиданий, раздутых сериалами и романами, такие отношения встречаются крайне редко. Так что если вы охвачены страстью, не спешите сильно радоваться. Но если вы встретили зрелого и надежного человека, и у вас есть взаимный интерес, и вы даже готовы и хотите меняться друг ради друга, то не сильно спешите задумываться и сомневаться из-за того, что у вас мало огня в отношениях. Возможно, об этом не стоит думать и спустя 5 или более лет, проведенных в браке. Да и в общем, впереди у нас много новых побед, впереди у нас нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока, с вами был Ави.